Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вы знаете, что я стараюсь каждый день своей жизни прожить с пользой. И прежде чем идти отдохнуть, я стараюсь уделить внимание своему каналу, своим зрителям. Снять что-нибудь интересное, чтобы на следующий день людям было что посмотреть, о чем подумать, поразмыслить. Поскольку мы у одной очень известной шаболды узнали о ней очень много интересного, много подробностей. И самое интересное, эти подробности сами пришли к нам в руки. Она хоть и гавкает на древних богов, но мы прекрасно видим, что как раз древние боги ее и позорят на весь мир. И, естественно, новые подробности опять про розыск и про то, что она была на 10 суток арестована, и про то, что сбежала, ее выпустили, значит, подписка о невыезде у нее была, и она скрылась, и на нее был объявлен розыск, и уже об этом говорили, что поскольку есть срок давности, но, видимо, там уладили, и этот розыск, и все остальное сняли. Поэтому она уже может спокойно путешествовать. Но мы не с кишлака же, в отличие от некоторых, знаем, изучаем, знаем, как это все происходит, все эти вещи. И вот кто-то внес личные данные, опять выплыло вот это все, вся эта история. Первый раз это было на каком-то непонятном сайте. И, естественно, можно было сочинить, что это специально кто-то сделал. Второй раз внесли данные, вышли просто все данные. Не может никто взять твой ИНН, не знаю, паспорт, все на свете и скопировать. Согласны? Такого не бывает. Все твои документы, все, не знаю, кто-то нашел тоже, выставил, вот мне скинули, и я поделилась. Естественно, понятное дело, что все после такого задница рвется на британский флаг, и, естественно, льется дерьмо, грязь и прочее. Но спасибо Ютубу, что мне не приходится эту грязь выслушивать, это вот оскорбляющий мой слух, вот этот неприятный голос, лишенный всякой силы и всяких приятных ощущений. Отсюда, оттуда, егонные, еешные, это самое и так далее. И поэтому спасибо еще раз Ютубу, что я могу под роликом это прочитать. И представьте, насколько человек должен быть умный, в кавычках, насколько он должен быть недоразвитый, уже без кавычек, чтобы из 8 роликов этой вот канализации можно было выбрать, не знаю, несколько вопросов, и то я догадалась, что это вопросы. Можно как-то так понять, что это вроде бы вот как раз вопросы. Но мы свою рубрику продолжаем, да, ответы ведьме, то есть вопросы ведьме и мои ответы. Потому как очень интересно, и очень много интересного люди узнают. Даже те люди, которые, может быть, некоторые темы еще не видели, не дошли до них, не посмотрели, они вот из таких роликов узнают. Видите, какая большая польза от подобных существ. Они хотя бы старые ролики ворошат, все. И как раз мне можно освежить в памяти, закрепить, так сказать, как все учителя делают. Теперь начнем. Знаете, это так смешно и примитивно читать вот это вот. Такая тупость, такой примитив. Оказывается, их мастера сказали, что мои ритуалы очень плохие, что я очень, очень плохой человек, и какой-то откат они мне там готовят. Это, знаете, которые мастера? Это те мастера, которые
крадут мои лекции, конспектируют, а потом сидят, виды защит рассказывают, еще что-нибудь. И когда их ловят на воровстве, они начинают гавкать о том, что это везде есть, такие темы уже снимали. Нет, таких тем не снимали. Таких тем нету. И нигде вы не могли это увидеть, услышать, кроме моего канала. Самое омерзительное, что эти люди прекрасно знают, что это из моего канала. Не то, что там где-то кто-то, не знаю, переснял, и они там услышали. Нет, они знают, что это мой канал. И первым делом, что делают эти воровки? Правильно, кучкуются, начинают гавкать. Они думают, что это их спасет. Если они сейчас, знаете, на меня будут громко лаять, то все поверят, что это были их темы. Ведь вы же не понимаете, что люди сами узнают мой почерк и мне кидают. До вас это не доходит. Что даже не я вижу, а люди. И это как надо себя не уважать, чтобы понимать, что тебя вычислят, что поймут, что ты врешь, и все равно на это идти. Это какая жажда денег у этих людей, жажда славы. И эти люди не понимают, что они не доросли, они это еще не заслужили, но они это хотят. Таким путем вы ничего не добьетесь. Вон одна есть тоже мужеподобная мадам, которая прям наглую мои лекции берет и рассказывает, пользуясь тем, что у нас война, и мы не дойдем туда. Может, и дойдем когда-нибудь. И недавно опять своровала мою лекцию. Кто когда знал, что Люцифер, сатана и дьявол – это три разные силы. Родственные, но разные. Кто знал о дьяволическом древе? Кто когда вам рассказывал? Что это везде есть, всюду. Представляете? И мне говорят, вы знаете, мы смотрим на нее. Я говорю, я даже не хочу. Противно мне глядеть на эту рожу наглую. Она так и сказала, да, я беру ее лекции, ну и что это в открытом доступе? Слушайте, в открытом доступе «Война и мир», в открытом доступе картины Айвазовского. И что теперь? Давайте возьмем и скажем, это я написала этот холст. Это же в открытом доступе, почему бы... А давайте я сейчас распечатаю Толстого «Война и мир» и красиво издадим в типографии. Сделаем еще красивее переплет и продам. А напишу автор Инга Хосроева. Какая разница? Это же в открытом доступе. Но уважение и авторское право ведь существует. Это все равно, как ты родила ребенка, а какая-то шаболда берет его за руку и ведет туда. Я говорю, куда? Ну и что, ребенок тут вот здесь стоял в открытом доступе. Какая разница? Пусть меня мамой называет. Вот логика железная просто. А вот интересно, если... Да у них даже... А у них брать нечего. Они этим пользуются, что я-то у них ничего не возьму. У них же нечего брать. Все, что у них есть, это мое. Вы себя не уважаете. Понимая, что все понимают, догадываются, пишут. И все равно брать, вы думаете, что вы наглые, и вы вот преуспеете на наглеже. Как в каком-то фильме смотрела, кто врет, тот и прет. Но прет недолго. Вы себя не уважаете. Причем здесь я? И очень быстро заканчивается эта халява. Так вот эти мастера как раз сказали, что я плохая. Еще бы они сказали, что я у них хлеб отбираю, понимаешь? Они сидели всем чесали про карму, про то, что ты в прошлой жизни там плохая была, в прошлой жизни работала в концлагере, поэтому сейчас мучаешься, терпи. И бабки брали за эту чушь. А человек пришел и все это рассказал, что у ведьм должно быть ясновидение. Что не может быть ведьмой, если у этого человека нет ясновидения, она не может быть ведьмой. Она должна видеть с помощью карт, не знаю, с помощью книг, с помощью чего там, камней, на кости гадать, неважно. Но этот человек должен видеть твою проблему. Потому что, а иначе, получается, ты идешь к врачу, знаешь, доктор, у меня живот болит. Ну, это ты либо беременна, либо простыла.
Ну, наверное, беременна. Что там я простыла в июле? Понимаете, это вот одно и то же. Либо ты так, либо сяк. Так не бывает. Если человек видит твою судьбу, значит, у него есть связь с духами. Если есть связь с духами, значит, человек может тебе помочь. Значит, духи слушаются, и какие-то подчиняются, какие-то помогают. Разные есть иерархии духов. А если человек ничего не видит, ну, значит, ему и не дано и помогать. Так вот, люди начали у них требовать это все, а у них этого нет. И им надо убеждать людей, что я плохая. Что я помню, какая-то мадам работала в Краснодаре, по-моему. Я позвонила ей, она испугалась, трубку кинула, потом кинула меня в черный список. Перепугалась, что у нее, она там какие-то продает свечи, еще что-то. И к ней женщина зашла, сказала: у вас есть фортуна? Ой, а вы что, наверное, вы «Ведьмину избу» смотрите, да, канал? Она говорит: да, что? Ой, вы знаете, там эти ритуалы очень вредят. Я могу вам хороший ритуал сделать, я могу на свечу наговорить, вы купите, у вас все будет хорошо. Мне не то стало обидно, что она там свечи свои толкает. Нет. А то, что почему ты пасть свою вонючую открываешь на меня? Ты кто вообще? И вот такие, конечно, они будут говорить, что ты плохая. Естественно, это их хлеб. Ты плохая, она плохая, но я помогу, идите, я вот очень хорошо сделаю, недорого беру. Надо же логикой обладать. Знаете, как там, кому это выгодно, ищи. Ищи, кому это выгодно. Кому выгодно тебя очернять? Тем, кому больше не ходят. Никакие ритуалы не заказывают, за воздух не платят. Бесплатно берут у меня и делают. Так вот, значит, я так и не поняла от этой женщины, то ли она ярая мусульманка, то ли она ярая язычница. Мне кажется, она еще сама не определилась. Хочу понять. Человек говорит, что она по мусульманской магии все там делает, она там мусульманская, она все очень преданная своей вере, только Аллах есть, больше ничего нету, пошли все к черту. Хорошо. Теперь хочу понять, если ты такая верующая женщина. Это я, знаете, о чем? О лицемерах просто, о ничтожествах, о пустышках, которые сами не знают, не понимают, вообще сами не понимают, кто они, чего они хотят, что они делают, но берут с кого-то обсуждать, что-то там, какие-то советы раздают великие. Своими 3 классами образования, значит, смеют давать советы в присутствии людей с университетским образованием, раздают советы космического масштаба и космической же глупости, да, о том, как все поделить. Если ты мусульманка, и ты говоришь, что я, вот какие боги, какие там чего, я вот прям, только Аллах есть и больше никто, а вы там дураки и так далее. Тогда о каком перерождении ты чешешь людям? Если ты в исламе, ислам не принимает перерождение, как и христианство. Оно не считает, что души перерождаются, приходят, и у них происходит реинкарнация. Считает, что человек один раз пришел в этот мир, умер, ушел там в рай, в ад, в общем, там его определят. В принципе, я, будучи нерелигиозным человеком, тоже так считаю. Я об этом объяснила в своей лекции «Реинкарнация. Миф». Меня не интересует, кто там будет задницу рвать, что говорить. Я не просто говорю: нет, я не верю, потому что вот так вот. Все свои лекции я стараюсь обосновать. Знаете, чем отличается умный человек от дурака? Умный человек помогает в голове внести ясность, проясняет любой вопрос. Вот ты спрашиваешь у человека: а вот знаете, вот я хотела бы понять, а вот что значит Бог? Он один? Нет. И умный человек садится и объясняет. Понимаешь, для того, чтобы объединить людей, правители считали, что нужно выбрать одну религию.
одного Бога. Они так считали. Чтобы создать большое государство, империю, нужен один Бог, одна вера, одна религия. Но почему-то Россия объединенная и огромная, но у чукчи свои боги, у якутов свои боги, у марийцев свои боги, да, у, значит, калмыков свой бог, Будда, они поклоняются. Что еще? Нет, ну, у них буддизм, они считают Будду учителем, да, между Богом и человеком. Но у них буддизм. У армян Григорианская церковь, у русских православная церковь. Что у нас? У чеченцев ислам и так далее. Вот мы пошли другим путем, представляете, а у нас вот так сработало, что различные боги объединились, и одна страна. Но в то время вот считалось, например, Византия была великим государством, могущественным. Для того, чтобы заполучить Византию себе в партнеры, в родственные государства, в соратники, нужно было принять христианство. И наши князья начали думать, что язычество уже как бы ветхое, язычество уже не работает. А на самом деле во всем была замешана политика. Ведь не зря западные там народы и страны пытались здесь, значит, католицизм все время внедрять через своих принцесс и так далее, но не получалось. Почему? Потому что считается, что если вот религия у нас будет одна, значит, интересы одни. Значит, если мне нужно будет там чья-то помощь, они придут, мне помогут. Великое заблуждение. Палестинцы мусульмане. Однако многие мусульманские народности, например, закавказские турки, османы, которые так просто на деле говорят якобы за Палестину, не особо-то спешат помочь. Тот же король Иордании распределился вообще расстреливать тех, кто побежит через границу. Вроде бы одной религии люди, правда? Но особо не горят желанием им помогать. А вот русские, с ними не одной религии, но они перевозят этих детей в Россию, помогают, поддерживают. Армяне с ними не одной религии, но они поддерживают, жалеют этот народ. То есть, понимаете, оказалось, что религия, вот этот вот ключ, что вот будет моей религии и нам поможет, не сработало. В 15 году во время геноцида армян арабы, будучи мусульманами тогда и сейчас, персы мусульмане спасали армян. А вот западные страны, Англия, Франция, Нидерланды, Германия вооружали турок, помогали им уничтожать армянский народ. Видите, они наши как бы один из ветвей христианства. Но не сработало же, правда? А вот мусульманские народы почему-то спасали этих христиан, не вынуждали их принимать ислам, никак воспитывали в своих семьях, этих детей выдавали за своих армян, за своих христиан, привозили в воскресенье, арабские семьи привозили в воскресенье детей, значит, к церкви армянской, оставляли их, потом забирали, учили армянский, говорили, чтобы они не теряли свои корни. Хотя в этот момент народ, который был в таком отчаянном положении, мог бы принять любую веру, лишь бы спастись. Но они не воспользовались этой ситуацией. Поэтому армяне очень любят сирийцев, очень любят арабов и построили для Сирии огромные там в пустыне Дер-Зара, которые потом разрушили, снова построили. И деньгами диаспоры там для арабов построили огромную клинику. Помощь и благодарность арабскому народу за то, что спасли наших предков. Правда ведь? И таких историй очень много. Салах ад-Дин был близким другом Млеха Хетумяна, нашего великого князя Киликии. И спасал армян от нашествий крестоносцев. Впервые в истории мусульманская армия сражалась за христиан. Они спасли от крестоносцев. И Млех говорил: хороший сосед лучше твоего предателя-единоверца. Однако его отравили, его объявили антихристом. Он же с мусульманином дружил, как так можно. Салах ад-Дин, это наши, вот там, как там говорили,
меч Господа против христианства и так далее. Целое... То есть его объявили вне закона только за то, что человек сказал, что не смотрите на религию, смотрите на человека. Вот он человек, он мужчина, он мой друг, он пришел, мне помог своей армии. А эти пришли нас завоевывать и уничтожать. Киликийское, там они строили некоторое время Киликии, вообще управляли. Французская династия, поэтому они там католицизм все-таки внедрили. Лузиняне, которые потом управляли и Марсельским королевством, потом управляли Иерусалимом, Лузинян, если вы помните, зять Балдуина IV, по-моему, или VI, сейчас не помню точно. То есть мы говорим о том, что дело не в религиях, да, что почему они были приняты, что почему можно внести ясность в головах людей, что просто считалось, что если собрать народ вокруг единого Бога, вот посмотрите мою лекцию, называется «Революция, духовная революция пророка Мухаммада». Я там объясняю, умный был человек, он понимал, что он делает, он доктрину создал целую, что до сих пор служит. Но однако же она тоже разваливается. Мы видим, что вот это понятие ума, что в переводе означает мать, мать религия не особо-то спешит помогать своим детям, правда? В той же Руфидже или где там Рухидже, по-моему, сейчас не помню, как правильно называется, тоже был геноцид мусульман. Один человек сказал, выразил готовность этот народ у себя принять. Знаете кто? Рамзан Кадыров. Все остальные мусульманские страны даже не подумали пойти спасти этих людей. Хотя очень страшно их убивали и просто ужасала вот та жестокость, с которыми с ними обращались. Никто. А где ума, где мать религия, которая должна была помогать своим детям? Армян в Арцахе беспощадно резали, убивали. Единоверцы из Европы радостно хлопали и обнимались с Алиевым. Где мать религия, церковь, которая должна была помочь этим людям? Это говорит о том, что это все фальшиво, товарищи. Это не работает. Но люди, то есть, состоят в религиях, это их вера, ну и хорошо. Так вот, великая верующая мусульманка. Хочу задать вопрос. Нет в исламе реинкарнации. Тогда эти люди не понимают, что когда они говорят, я христианка, я яростная христианка, бесы, эти демоны, дьявол, ой, не дай бог, чур меня, Господи, помилуй, и так далее. Это враги человечества. Если ты руководствуешься такой философией, значит, ты не имеешь никакого права брать карты в руки. Ты христианка, ты должна жить по законам христианства. Если ты берешь карты в руки, значит, не лицемерь. Надо выбрать, на 2 стульях задница не помещается. Может, и помещается, если это 3-метровая задница, но это не говорит о том, что надо на 2 стульях сидеть. Так вот, если у вас цель, у вас у всех, говорить обратное моему слову, то так и скажите. Если ты говоришь так, мы будем говорить наоборот. И не имеет значения, насколько это тупо, по-идиотски, насколько это абсурдно, насколько это невероятно, неважно. Наша главная цель – это противоречить. Ты сказала так, а я говорю, нет, это неправда. Но тогда я пойму. Но когда человек говорит день и ночь, что ваши боги не настоящие, единственное, что вот ислам и Аллах существует, очень хорошо. Замечательно, ваше право. Но тогда как ты можешь, во-первых, заниматься магией, ты не имеешь права заниматься магией. Нет у тебя права. И не имеет значения, ты живешь в той стране, где это разрешается или нет. Как там она сказала, да, вот в мусульманской стране нельзя, но в других же странах можно уехать там заниматься. Не можно. Если ты не занимаешься магией, значит, ты не занимаешься нигде. Если ты мусульманка, значит, ты к магии не должна иметь никакого отношения. У тебя не должно быть ни таро, ни какие-то атрибуты, ничего.
Или ты врешь, что ты мусульманка, или ты врешь, что ты ведьма. Или сюда, или туда. Но нету другого варианта. Знаете, не помню, кому задали вопрос. Если у мужчины 2 жены, и он и той говорит, что любит ее. Возможно ли любить 2 женщин? Он сказал, 2 женщин любить невозможно, но обмануть их возможно. Вот которую из сторон ты обманываешь? Исламский эгрегор ты обманываешь, говоря о том, что ты принадлежишь ей? Или ты магию обманываешь, говоря, что ты магией занимаешься? Ты не можешь быть ведьмой. Никак. Ну, это понятно, что ты никто и звать тебя никак, но просто вот, если так, критическое мышление, может, это и другим поможет. Когда человеку приходишь и говорит, я очень верующий, а ты молишься туда-сюда, и начинает раскидывать карты, потом какой-то там молитву, заговор, вот пойдешь, это сделаешь, что? Этот человек врет. Либо он совершенно не образован, чтобы понять. Ну, например, бабушки, которые были необразованы, неграмотные, они думали, что Боженька им помогает и Христос. И когда ты читаешь их заговоры, ты волосы дыбом встают, и ты понимаешь, что там Христос даже рядом не ходил. Но они не понимают, они неграмотны, им простительно, но они служат все-таки темной силе, никак не Христу. Моя бабушка, моя прабабушка и бабушка, и другая бабушка, они не были крещенные. Они близко к церкви не подходили. Они всегда говорили, этот крест, это кривое дерево, моя прабабушка, это чертово кривое дерево не спасло нас, когда все молились, умоляли и целовали. Я не хочу его видеть. Она вот после пройденного в своей жизни вообще видеть не хотела церковь. Никто из них категорически крещение не принимал. Поэтому я могу 100% сказать, что эти люди знали эту силу, общались с этой силой, видели, и многое было дано, что передалось мне. Она никогда не говорила через Боженьку, Господь, Бог. Вообще я слово Боженька, Бог в нашем доме, семье я не слышала вообще. Я никогда не носила крест. Я не видела, чтобы кто-нибудь из моих родных, близких крест носил. Мы вообще были нейтральны к этому. Не то, что ненавидели. Нет, у нас Библия была, я читала, знала Библию. Я знала, что мы первые христиане мира и так далее, что нас и, собственно, сгубило. Но у нас не было вот этого ярого поклонничества. У нас были языческие традиции, у нас было там поход на кладбище, что перемешали с христианством. Это поминальный день, когда к мертвым идут и там же садятся и едят. Ну, подальше, не прям там же. Это у многих народов Востока есть. Показывать мертвым, что вы с нами наравне, мы вас не забыли. Вы для нас всегда живые, мы трапезничаем с вами. И это все с язычества пришло. Понимаете? То есть я о чем хочу сказать? Что меня мои бабушки и прабабушки научили не лицемерить. Они не говорили, ой, Господи, Боженька, а сами, ой, это все ерунда, а про других Боженька. Нет, я видела их честность. Они другим говорили, что они к этому никак не относятся, и никакой церковь они не собираются идти. То есть они в жизни так жили. Как они жили, так и говорили, так и думали. Теперь, значит, какое перерождение и реинкарнация, если ты мусульманка? Если ты перерождение и реинкарнацию принимаешь, значит, ты к исламу не имеешь отношения. Никакого. Не может человек верить в религию, но не принимать догматы религии. Не может, нельзя. Если ты в религии, ты должна принимать все, что там сказано. Если не принимаешь, ты вне религии. Если даже один догмат не принимаешь, ты вне религии. Ты просто по традиции находишься в этой религии. Если бы человек сказала, у меня предки были мусульмане, просто я как бы, скажем, по своему происхождению мусульманка. Ну, так вот, я нейтральна к этому, но вот как бы по происхождению, по моим предкам. Это другой вопрос. Но когда человек выходит, говорит, что она ярая, что у них даже зять принял ислам, чтобы жениться на сестре, настолько они были против, тогда я не понимаю, что вы лицемерие, господа. Если вы мусульманская семья, вы не должны вообще касаться ни таро, ни магии, ни слова магии вообще. Сквернословие, грязь, вот это вот, как там, вульгарность. Это не должно быть. Ты должна сейчас ходить в платке,
Не заходить сюда в общественные сети, вообще женщинам запрещено и нельзя. А если заходишь, то вести только какую-то мирную беседу, рецепты показывать, например. Но ты этим не занимаешься, тогда не называй себя мусульманкой. Потому что ты и там не нужна, и здесь не нужна. И ты никакому эгрегору, никакой силе не нужна. Ты еще не знаешь сама, кто ты есть, и не можешь определиться. Так вот, ислам не принимает реинкарнацию. И перерождение тоже. И его не существует. Миллиарды душ ждут своей очереди, они рождаются и приходят. Я говорила уже 100 раз, что если бы наши предки перерождались где-нибудь, да и вообще рядом с нами, у нас бы разрушилась родовая помощь, помощь рода. Ну вот моя бабушка, прабабушка где-то переродились, где-то живут, где-то они молодые женщины или ребенок где-то в садик ходит, это моя бабушка и ее душа. А где ее помощь мне? Как я могу к ней обращаться? Как мы можем к душам предков обращаться, если они где-то уже живые люди ходят? Это абсурд. Один раз дается шанс человеку родиться. И этих душ настолько много, что их хватит на миллиарды лет и еще больше. Они рождаются в пространстве все время. Они соединение энергии, рождаются эти души. В мироздании, в космосе они рождаются, все новые и новые рождаются. И их обучают, им показывают, они уже разумы в пространстве. И эти разумы должны дорасти до того и до той чести, чтобы быть рожденными, прийти на эту землю. Это как повышение квалификации, если можно так сказать. Приходят сюда, проходят испытания и идут в лучший мир, если они хорошо себя проявили. Приходят души из разных миров. Из совершенно разных миров приходят души. Вы можете сейчас родиться, а ваш любимый уже родился, умер и вернулся туда. И он сказал, ты пойдешь, родишься там, родишь детей, выйдешь замуж, ты не найдешь любовь, но ты с кем-то будешь там, в паре, а потом вернешься обратно ко мне. Вот так рождаются души. Некоторые души в разные эпохи. Повезло тем, кто родился в одну эпоху. Это роковая любовь называется. Откройте мою лекцию и посмотрите, что такое роковая любовь. Теперь, значит, она говорит, что вот в ее сыне родился ее дед. Я, конечно, очень извиняюсь, но это какой-то инцест получается. У тебя дед родился от тебя, и ты своему деду, значит, своего деда наказываешь, своему деду там что-то говоришь, своего деда воспитываешь. Не смешно? Это смешно. Это неприемлемо. Даже ощущать и чувствовать, что ты родила своего родителя, старшего, или отца, или деда, это уже отталкивает и вызывает отвращение. А где уважение тогда к старшему, к пращуру рода, благоговение? Если родился мой дед у меня, значит, как я могу своего ребенка вот полноценно назвать своим сыном, если в нем душа моего деда? Я должна его дедушкой назвать. Это же мой дед. А, нет, он родился как мой сын. Ну, это мой дед, но это идиотизм. Это невозможно для человеческой психики тоже воспринимать такую ерунду. Невозможно, понимаете? Вот себе задайте вопрос. Представьте, у вас рождаются ваши бабушки, дедушки в ваших детях. Какое к вам отношение? Вы задницу моете своему деду? Или наказываете своего деда? Ну, это же уже как бы сын, ну, просто дед. И что, вы деду про деда рассказываете? Ты знаешь, вот ты был вот такой-то, это ты был, ты женился на нашей бабушке. Ну, какой бабушке? Нашей бабушке я не хочу на бабушке жениться. Нет, ты вот просто ты тогда был, умер, а потом вот ты родился, а это вот ты мой дед. Вы понимаете, вот даже с точки зрения просто, я говорю, человеческих отношений, это невозможно воспринимать. Если это невозможно воспринимать, то Вселенная такое не создает. Потому что все, что есть, оно естественно должно быть. Должно соответствовать нашим моральным критериям. Моральные критерии и есть коны мироздания, законы, по которым мы живем. Моральным законом, человеческим законом, это и есть моральный закон, ну и государственным законом. То есть я своего деда не родила. Я родила очень похожего на своего деда. Мой сын – копия моего деда, похожий. Это, наверное, она слышала, поэтому такой ересь. Но генетически похожий даже характер. Но мой дед там, он не рождался никак.
через меня, ни через кого-то. Люди хотят иногда, если они сильно любят своего отца, дедушку, бабушку, очень хотят верить, что в их детях дедушка, бабушка родились. Особенно, если они похожи, привычки есть похожие. Но вы не забывайте, что существует понятие генетика. Она иногда повторяется через тысячи лет. Понимаете? И похоже на моего деда или бабушку, это потому, что он их потомок, а не потому, что они родились во мне. Я бы не хотела деда своего родить или бабушку родить своего. Я бы хотела, чтобы они там были и меня поддерживали. А здесь я не могу родить их. Это невозможно. Для моей психики и разума не может мной быть рожден мой дед. Мой дед старший, которого я уважала. Как он внутри моего сына, его душа будет обитать. Я, значит, должна своего сына, там, не знаю, одевать, подгузники менять. И представляешь, что я с дедом это делаю. Вы понимаете? Я же говорю, это какой-то бурная фантазия. Это такая испорченная, грязная фантазия для тех, кому инцест очень нравится. Мне просто, других объяснений нет этого идиотизма. И человек спокойно об этом говорит. Вот где-то там сказали, вот пьяные в болотах валяющиеся бабушки, и она собрала эту хрень и, значит, угощает. Вот, я вот мусульманка, но мы все перерождаемся, есть карма, которую мы отрабатываем, и у меня дед родился мой. Не знаю, у тебя кто родился, а у меня родился мой сын, который потомок моего деда, но он никак не мой дед. Он его внук, правнук уже, да, праправнук даже. Далее. Значит, карма. Понятия не имеет человек. Карму надо отрабатывать, где-то прочитала, отрабатывать. Хоть спросили бы, а как это отрабатывает, эту карму? Хоть ты знаешь, нет? Карму отрабатываем. Да, один раз она что-то сказала подобное. Сказала что-то про карму, что... Ой, я уже забыла этот бред, если честно. Ну да. Вот приходит, надо отработать карму. Я ей говорю, что ты в прошлой жизни там собаку убивала, вот тебе иди собаку возьми. Она берет собаку, и у нее все хорошо становится, она отработала. Причем здесь отработка кармы? Просто человек, когда делает доброе дело, ему судьба воздает добром. Вот и все. Тут никакой кармы нет, никакого волшебства здесь нету, понимаете? Если ты делаешь доброе дело, все равно рано или поздно тебе возвращается. Или даже от внутреннего вот этого самовнушения, от внутренней радости, что я сделала что-то, спасла душу с улицы, взяла собаку. И судьба, видя твою человечность, тебе отвечает. Есть такие ритуалы, когда ты не знаешь, что делать, например, выносишь вещи и кладешь возле там подъезда, или просто отдаешь, или там выносишь. Надо так сделать, чтобы никто не видел, что ты вынесла, и заберут. Умилостивить судьбу называется. Вещи хорошие там или какие-то там предметы быта выносишь, отдаешь людям, и вот какая-то твоя проблема решается. Может работать через раз. Карма здесь вообще никакая карма. Понимаете как? Одно дело, когда у тебя есть ясновидение, ты можешь видеть прошлое человека, настоящее, как будто ты жила с ним, тем самым человек убеждается, что у тебя есть это дарование, это видение, значит, ты ведьма. Это очень сложно. Это не всем дано. Это вообще дано только ведьмам, все остальным пустышкам, которые могут где-то там что-то прочитать. Там такие легенды сочиняют некоторые. Я там сказала, явись, покажись, покорись мне, подчинись. И там какие-то, не знаю, волки побежали. Сказки рассказывают многие. Но дело не в сказках. Делами надо доказывать. Говорить можно все что угодно, фантазировать, целую книгу написать, какая ты крутая ведьма. Но когда дело доходит до того, чтобы видеть судьбу человека, вот тогда проявляется твое ведовство. Когда дело доходит до того, что у человека меняется судьба, и что ты можешь такую работу дать людям, что у них поменяется, у них станет лучше, и это вот наглядно они увидят, вот тогда ты ведьма. В остальном это все, знаете, это очень легко и просто. Человек пришел, а ты знаешь, почему у тебя так плохо все? Я когда сказала, что это чушь собачья, все эти пустышки восстали. Как? Это основа магии. Основа магии — ясновидение, а не сказки сочинять про какую-то карму, прошлой жизни, перевоплощение и кармические узлы. Основа магии — это прежде всего, перво-наперво, это ясновидение. Видеть, что у человека, и так видеть, чтобы он согласился с тобой. Точно, вы все увидели. Понимаете?
Так вот, а так можно, почему? Я у них хлеб отняла. Так можно сочинить что угодно. Вот ты там в прошлой жизни была женой Гитлера, в этой жизни вот ты замуж не можешь выйти. Это вот из-за кармы. Ты должна отработать карму. Не знаю, что делать. Что там, идти, цветы сажать. Итак, далее. Значит, такой большой булыжник в мой огород. К чужому роду нельзя обращаться, нельзя ни в коем случае. Это очень плохо. Можно. Можно обращаться к чужому роду, если это видавской род, если это род жрецов или царский род. В принципе, оно объединяется, потому что, как правило, в древние времена именно жреческая каста правила. И воевала, и войны организовывала, и победы приносила. Поэтому это немножко такое расплывчатое. То есть эти ограничения. Можно к видавскому роду обращаться, если разрешается, если человек, представитель этого рода, разрешает, позволяет, и этот род помогает людям. Потому что это сильный род. Далее. Если обращаются к душам великих людей или благодарят их, или приносят им уваж, так называлось, приносили богам и приносили душам воинов, или целому роду воинов. Уважение, уваж, то есть благодарение. Откуп – это другое. Откуп чаще приносят темным силам. Откупаются от них. А это уваж, уважают их. Так вот, если приносили к роду воинов перед какими-то событиями, просили помощь для страны, для армии, просили покровительства, просили сопроводить и охранять, и сражаться вместе с живыми, то обращались к этому роду. Просто у этого человека нет познания ни по истории, ни по литературе, ни по какой области человеческой жизни нет познания, поэтому просто так вот глупо. Нет, нельзя, ни в коем случае, это очень плохо, это глупость, это тупость. Иногда можно обращаться к роду совершенно, то есть другому, чуждому тебе роду и просить помочь представителю их семьи и рода. Вот человек спивается, и женщина не знает, как помочь. Там соседка приходит, там: Вася, ты опять пьяный, зачем ты так вот делаешь, Василий, приди в себя и так далее. И уже устала его тормошить. Пошла на могилу к его там матери, бабушке и говорит: ну вот хоть вы-то помогите ему, хоть он же пропадет. И через некоторое время действительно Василий раз и перестал пить, и начал работать. Она обратилась к его роду. Она попросила, чтобы оттуда ему все-таки помогли, заступились уже. Может быть, активизировала что-то. А может быть, они ждали этой просьбы. Может, без этого нельзя было им вмешиваться. А когда просьба поступила, то Вселенная позволила прийти этим силам. Знаете, такая армянская поговорка есть: пока ребенок не заплачет, мать грудь не дает. Это, наверное, и к Вселенной относится. Пока не попросишь, не скажешь уже, не разрешишь, не пустишь, не позовешь в свою жизнь, многие силы не приходят без этого. Нельзя им, значит. Значит, там такой закон. Мы не можем это до конца знать. Орех. Значит, я уже повторялась, еще раз повторюсь. Задача этих людей не узнать правду или выяснить какие-то такие моменты, которые их интересуют. Задача этих людей сказать, что это неправда и не так. Вот что бы ты ни сказала, они скажут, что это не так. Значит, я сказала, что орех молодым сажать нельзя. Вообще нехорошо орех сажать. Но сажать молодым нельзя. Наши бабушки не разрешали нам сажать орех. Говорили, что орех можно сажать, и то
с большим риском. И то, если человек много добра, хорошего сделал в жизни, что знает, что его не накажут, после 60 лет вот можно сажать еще более-менее. А молодым вообще нельзя было сажать, и не смели там трогать даже. Теперь, естественно, мы понимаем, что мадемуазель должна сказать, что у них ореховый был сад, орешники, бабушки, дедушки сажали. Естественно, кто бы сомневался. Если бы я сказала, что бамбук нельзя сажать, она бы сказала, что весь их кишлак бамбук сажал и продавал. Ну, лишь бы сказать что-нибудь наперекор. Понимаете? Поэтому я к этому серьезно не отношусь. И я знаю, что никакие сады у ее бабушек не было. И никто ничего не продавал, и никто ничего не сажал. Но ей же нужно что-то сказать. Вот она и говорит. Теперь объясняю. И ей объясняю, и всем остальным людям. Орех – дерево мертвых. Орех считался пристанищем темных духов. Во-первых, если под орешником лечь спать, ты можешь умереть. Или можешь плохо стать. Если ты каждый день будешь там спать, может, в конце концов, у тебя с головой начнутся проблемы. Может, галлюцинации начнутся. Почему? Потому что орех вырабатывает не кислород, как все деревья, а яд. Он ядовитый. Именно поэтому ломали ветки ореха и клали в гроб к человеку или там рядом, или на лицо ложили эти ветки. Почему? Отгоняли мух. Мухи не подходили. Орешник источает яд. Первое. Второе. Орех считается дерево-убийца. И больше всего людей упали, разбились и погибли именно с орешника. Когда на орешник поднимались, чтобы вытряхать это дерево, по-другому орех не собирается, если кто знает. Это грецкий орех, имеется в виду. Почему он грецкий назвался? Первым обнаружил его Александр Македонский в Средней Азии. Он с таким же успехом мог бы назваться, не знаю, среднеазиатским орехом. Но поскольку он обнаружил, и он первый отправил в Грецию, и оттуда вот этот орех, название грецкий, греческий орех. Так вот, когда поднимаются, это этот звук, на орешник, чтобы его вытряхать, обязательно привязывают веревку. Привязывают веревку, значит, к стволу дерева и к себе. Потому что очень много было случаев, что, во-первых, это скользкое дерево, во-вторых, ломкое дерево. Да и просто с орешника можно просто так, без причины, просто упасть и умереть. После этого орех вырубали. Считалось, что это дерево-убийца. Еще. Это дерево находится между мирами. Возле орешника нельзя было говорить о сватовстве, нельзя было говорить о чем-то хорошем. Это все пройдет, все исчезнет. Я хочу вам сказать, что в Грузии, где мы жили, прям возле этой дороги такие огромные, мощные орешники росли. И сейчас есть. И вот один орешник, особенно большой, там вековой, наверное, орешник. Вы знаете, в моей памяти там было 5 аварий, и все смертельные. Я помню ночью, когда вот этот такой грохот был, особенно ночная эта авария, когда мы спали и так, как будто бомбу взорвали. Мы все выскочили, побежали, погибли муж с женой. Пока приехали там, тогда не было сотовых, чтобы побежали в сельсовет, оттуда звонили в скорую. Возле ореха. Говорят, что возле дорог лучше, чтобы орехов не было, орешников. Они опасны. Но поскольку этот орешник был наш вековой орешник, и не одно поколение там выросло, видели этот орешник, его, как бы не трогали.
Жалко было, видимо. Но то, что орешник вот именно вот это место забирал из жизни, это факт. Теперь я говорю, исходя из опыта поколений, исходя из того, насколько мудро восточные народы понимали, знали, что это опасное дерево, поэтому старики никогда не пускали молодежь сажать орешник. Я говорю как есть. Теперь вы хотите сажайте, хотите пересажайте. В конце концов, хочу вам сказать, возле дома орешник, он корнями переворачивает просто фундамент дома. Возле дома вообще орешник сажать нельзя. Я свое слово сказала, а вы что хотите, то и делайте. Теперь сидеть орать, нет, это не так, знаете, персидская поговорка. Я покойника обмываю, а в ад пойдет или в рай пойдет, это уже не мне решать. Теперь я вам сказала, что это делать нельзя, и привела вам факты и аргументы, и объяснила логически. Вы хотите сажайте, хотите не сажайте. Как мой двоюродный брат говорил, я тебе сказал, ты хочешь верь, хочешь сдохни. Вот то же самое. Хочешь верь, хоть сдохни. Сажайте, и вы увидите результат. Кто сажает орешник, у них часто бывают выкидыши. Кто сажает орешник, именно сажают молодые люди. У них кто-то разбивается в семье. Орешник можно сажать, но людям преклонного возраста, людям, которые за свою жизнь много сделали, вернувшиеся с войны, если они врачами работали, кого-то спасали, если всю жизнь работали в земле и не имели судимости или чего-то еще. То есть чистые, достойные люди, которые много сделали добра и знают, что их наказывать не за что. Они могут взять, посадить орешник после 60 лет. Очень может быть, что ничего не будет. Но иногда, раз в тысячи там случаев, может что-то случиться. Молодым орех сажать нельзя. Орех считается деревом мертвых. И орех растет, очень часто растет в таких аномальных местах. Не в самых хороших местах. Там, где энергия нечистая. У нас в саду орехи вообще не приживались. У меня бабуля сажала, ей уже было сколько там, за 70 она сажала, ей не приживались орехи. Но росли возле дома одной женщины, которая всех достала, всех обвиняла в воровстве, там якобы к ней домой зашли, у нее шизофрения была и так далее. У нее орехи росли возле дома. И у нее там и мужик один упал, плохо стало, возле орешника валялся, еле успели откачать и так далее. То есть орех любит отрицательные зоны, отрицательные места. И если у вас будет хороший ореховый такой сад из грецкого ореха, знайте, что здесь не самая лучшая земля. Орех питается отрицательной энергией и выдает даже не углекислый газ, а яд. Почему, когда делают варенье из орехов, почему держат несколько дней в этом, мел, по-моему, добавляет, если я не ошибаюсь, несколько дней, потом опять меняет воду? Да потому что это ядовитое растение, понимаете? И плоды ядовитые, из них яд должен выйти, только после этого можно варить варенье из молодых орехов, в принципе, пока они только поспевают, и из таких уже нельзя варить. И сам по себе орех открывайте, он напоминает мозг человека. Он заряжает мозг, он дает очень много питательных элементов мозгу, но когда он уже спелый. А когда вы его открываете, какие у вас черные пальцы потом становятся. Это, понимаете, это именно вот та жидкость, которая внутри ореха. Он просто съедает кожу, можно сказать, очень долго не проходит. А если кушают, у детей высыпает потом губы, начинает болеть, там язвы появляются. Ядовитое это дерево. И мистическое дерево. Пойдемте дальше. Дуб. Вы когда-нибудь слышали такое слово, как дубу дал? Как вы думаете, откуда это? Когда человек собирался уходить с этого мира, когда он узнавал, что он умирает,
Ну, болел или он предчувствовал. Перед уходом он сажал дуб. Считалось, что он душу свою отдал дубу. Не именно в буквальном смысле, что его душа там туда поселилась, нет. Но часть его энергии поселилась там. То есть он отдал свою силу жизни дубу и ушел. И буквально как только дуб начинал расти, уже появлялся, человек уходил. Так появлялась священная дубовая роща. Такая священная дубовая роща, например, есть в Волгоградской области, в Камышине. Там детский оздоровительный лагерь рядом и огромная дубовая роща. Значит, говорят, что там были остатки, то есть развалины древнего капища. Что люди перед смертью приходили туда, приходили к богам, сажали дуб, и через некоторое время, отдавая дубу свою жизненную силу, они уходили. Именно поэтому с дубом связаны мистические ритуалы. Именно поэтому родовое дерево изображается как дуб. Сила предка, которую он оставил на земле. Вот он свою силу оставил в родовом дереве и ушел. И защиту на семью читается на дуб, и много других работ. Так вот, дуб точно так же можно сажать человеку уже преклонного возраста. Но знайте, что вы можете дубу дать свою жизненную силу. И те люди, которые говорят, что мы дуб сажали, у нас все хорошо, прекрасно, а теперь садитесь и вспомните, после того, как вы дуб посадили, что у вас происходило. Либо заболели, либо собака умерла, либо в долги влезли. Вы отдали дубу огромную часть своей энергии. Вам повезло, если дуб всю энергию не забрал. Если бы вы посадили дерево в священной роще, понимаете, еще где вы посадите? Можете посадить в нейтральном месте, дуб не будет иметь ту мистическую силу забрать, заберет какую-то там твою энергию, какую-то удачу. Не более того. А если совпадет, что ты по незнанию посадишь дуб в каком-то мистическом месте, там, где когда-то было капище, там, где когда-то приходили к богам, приносили жертвы, а ты можешь не знать эти места. Возьмешь и посадишь. Или там, где когда-то было старинное кладбище, уже следа не осталось, и вы и знать не знаете. И ты посадил там дуб. В таких мистических местах силы дуб сразу заберет твою жизнь. И заберет за короткое время, как только вырастет. Поэтому, когда вам советует умный человек, не надо гавкать. Я же не хожу за вами и с автоматом так вот не держу, знаете, над головой и говорю, не сажай дуб, а то будет... Сажайте. Знаете, Вася, ты чего не пьешь? Да вот это врач сказал, что если я хоть грамм выпью, умру. Твою мать, Вася, ты что, не мог договориться с ним? Как это? Ну как? Вон мне тоже врач запретил, говорит, пить не будешь, иначе помрешь. И чё? Ну, $200 сунул ему в карман. Он говорит, иди пей сколько хочешь. Понимаете, вы как хотите с врачом договориться. Вот, это неправда. Сажайте на здоровье. Я вам советую. Мое дело вас предупреждать. Ваше дело отказываться. Хозяйское дело. Как там, хозяин, барин, сажайте. Но потом не говорите, что вас не предупреждали. Я объясняю. Даже выражение вам сказала. Дубу дать. Дубу дают силу и умирает. Очень многие выражения, если покопаться и быть внимательными, во многих выражениях вы находите ответы на многие-многие вопросы истории, вообще жизни и мира. Сажайте дуб и дубу дайте вашу силу жизни, вашу энергию. Сажайте. Те люди, которые сажали, с ними ничего не случалось, это могли быть жрецы, может быть, священнослужители, которые были честные люди, не вот эти барыги, попы, а священнослужители, которые помогали всю жизнь людям. У них энергия немножко иная.
у них уже переделанная энергия, переработанная, знаете, по-разному можно говорить. Им, может быть, даже ничего не будет, потому что говорилось, что святые люди когда-то сажали дуб. Да, друзья мои, сажали, и после этого он был уже глубокий старик, посадил, через пару лет умер. Сажали, но есть деревья, которые молодым сажать нельзя. И все. Хотите сажать орешник? Сажайте. Но завтра не жалуйтесь, что орешник посадила, а у меня онкологию нашли. Я дуб посадила, а у меня силы жизни нету. Я не знаю, что делать. Потому что сажают их на закате жизни, когда уже бояться нечего, когда уже жизнь пройдена, когда уже много сделано хороших дел, и как бы и не страшно, потому что, смилуются, не накажут, потому что я же уже старый человек и много чего сделал. И так далее. Еще есть вопросы? Дальше. Что на дереве можно, значит, сейчас уже не разобрала, что там написался. Что под деревьями можно там подклады носить, на дерево можно подлечиться. Но это понятно, это древние методы магии, и многие это знают. Ну и что дальше? Что деревья можно подлечиться. Ну а при чем здесь подлечиться, эти ритуалы, заговоры и... ну ладно, все уже. Причем здесь эти ритуалы, заговоры и сажание орехов, дуба. Причем здесь это? Я просто не поняла. Ну, есть такие заговоры, ритуалы. Не надо считать, что ты профессор и это знаешь. Это знают многие люди, это народная магия. У индусов вообще есть более интересные вещи, и об этом я потом скажу. Сейчас скажу, все побегут это делать. Не хочу уже заранее говорить свои планы, уже надоело. Вы знаете, есть такие люди, вот неуверенные в себе люди, когда выступают в каком-то собрании, обязательно говорят там: вот Мария Петровна, вот она умный человек, она меня поддержала. Да, Мария Петровна, правильно я говорю? Да, конечно, да. Вот Мария Петровна, она, знаете как, она же очень умный человек, она знающий человек. Вот, и мы с ней говорили, она сказала, что я правильно сделала. Вот, Марья Петровна, вот спросите, если что, вот Марья Петровна, она очень умная, очень опытная женщина. Обезоружить, лесть, жополиство. Когда человек боится один выдвигать свое мнение, когда человек боится один сражаться против кого-то, он всегда прижимается к толпе. И всегда начинает их восхвалять, подмасливать, чтобы использовать их против кого-либо, чтобы они были рядом. Это удел трусов. Я и другие мастера, вот говорю, и другие мастера, и я, и вот я, и другие мастера тоже. То есть я вас тоже мастерами считаю, вот вы не думайте, я вас очень... Вы же мастера, давайте помогите, а то я одна, ничего не знаю, помогите, подскажите, что мне делать, о чем мне говорить. Вот мастера, вот так же и другие мастера. Если ты ведьма, ты говоришь только за себя. Можно сказать, вы знаете, были такие мастера, о чем-то рассказывая, но не против кого-то. Вот, правильно же, и другие мастера же мне тоже поддерживают. Вот я же говорю, и вот другие мастера тоже знают, как бы это все. Я никого не могу считать мастером. Мастером их должны назвать люди. Если людям подходит этот человек, если этот человек для них что-то делает и получается на все 100, ну пускай люди признают мастера. Я не могу ни за кого ручаться. Ни за кого. Только за себя, за свои труды, за свои работы. Поэтому сидеть и
жополизничать. Ой, все вот мастера же, вот эти мастера даже могут сказать, и те мастера. Мне не нужны никакие мастера и мнения каких-то мастеров. Я говорю, так и есть. Я так считаю. Я не собираюсь с кем-то считаться. Я не собираюсь что-то мнение тут приводить. Я не собираюсь что-то поддержку искать. Я одна. Говорю и за свои слова отвечаю одна. Вот и все. И когда вот такие вот жополизы вы встречаете, другие мастера – это трусость. Трусливые люди, неуверенные люди, пустые люди, они всегда прижимаются к толпе. И другие же, вот, она не признает Хосрова плохая, я всех вас признаю, вы мастера, вы все... Да она черта лысого мастером признает, лишь бы тот против меня что-нибудь говорил. Это же понятно, это примитив. Дальше. Игра с демонами. Я не собираюсь рассказывать по новой, потому что у меня целая лекция посвященная. Я там очень четко и ясно говорю. Да, игра с демонами, притворяться ведьмой, или читать какую-то книгу, не понимая, что там сказано, не испробовав эту работу, не зная человека, который эту работу дает, идти делать, это игра с демонами, и оно чревато. Это сказано для таких пустышек, как ты, для твоих пустышек-мастеров, которые все мастера, всем мастерам мастера. Они мастера красть мое и выдавать за свое. Вот такие они мастера. И это сказано для людей, которые, не понимая, что они делают, сидят и в этих сайтах копаются, какие-то ритуалы берут, делают с кладбищем и прочее, не разобравшись, кто это дает. Я даже касаемо своих работ всегда говорю, относитесь скептически. Не верьте мне просто так, мне это тоже не нравится. Вы самый лучший, я вам верю, и все. Кто так говорит, тот первый предает. Я это уже знаю. Опыт есть большой. Но смотрите, присмотритесь, послушайте мнение других, за и против. Посмотрите, кто как сделал мою работу, у кого как получилось. Начните с малого, и когда вы будете уверены, что я именно та ведьма, которая знает, что дает, и мои работы то есть не опасны для вас, и они вам помогают, вот тогда берите, делайте более сильные, более серьезные работы мои, если я позволяю, разрешаю, для всех даю. И все. И для других говорю также, не берите просто так, на веру все подряд. Проверяйте, смотрите, присмотритесь, изучите человека. И именно поэтому, когда ко мне приходят на консультацию, я говорю, пока вы хотя бы месяц не будете изучать мой канал, ко мне не подходите. Хотя, по сути, у меня должна быть заинтересованность, правда? Цап-царап, идите, все, я вас всех принимаю, приходите, я вот готова. Нет, я не люблю так. Знай меня, делай мои работы, убедись, что я надежный человек, что я тот человек, к которому можно обращаться. Убедись, что я человек порядочный, и тогда приходи. А если ты на лету сразу же, ой, все, я верю, и этим верю, и тем верю, с такими людьми нечего разговаривать. Так что, чтобы не получилось игры с демонами, во-первых, не говорите о том, что вы ведьмы чужими работами, пытаясь себе славу нажить, наживете смерть и разрушение, и безумие, как ты, например. Если вы обычный человек, то не берите на веру любую работу, любого не называйте мастером и ведьмой, кто халат надел, тот врач, а изучите, думайте, научитесь думать, анализировать. Не верить всему, что есть. Некоторые, ой, так обманывают, даже не знаю, что делать, вот кому верить-то. Вот все там одни вот так говорят, эти то. Меня тошнит от таких тупых существ. Тошнит. А мозг для чего дана? Голова для чего? Только шапку носить и жрать? А думать, а сопоставлять, а смотреть, и сказать, нет, это что-то примитивно прям какое-то. А вот это да, вот интересно. Ну-ка, да еще посмотрю. Да, вот точно. Вот у меня тоже так было. Это правильно, она знает. Сопоставлять не надо. Ой, а что делать? Кому верить? Там все говорят, эти так говорят, те так говорят. Даже не знаю, что делать-то. Что, кому верить-то? Все, это бесполезно. Они всем будут верить и всем будут не верить. Это не имеет
С такими людьми работать не о чем даже говорить нечего. Значит, далее. Значит, трактовка Таро, моя трактовка Таро неправильная, не настоящая. Я не так работаю с Таро и вот не так предсказываю. Значит, вот это вот чмошное существо, которое в 2022 году сказала про какую-то бомбу, которую кинут на Россию, и все будут радоваться, и вот это будет одна бомба, это точно 100% где-то в сентябре. 2022 год прошел, слава богам, никакую бомбу никуда не кинули. А потом это чмошное существо сказал: 100% в августе 2023 года все, сначала Одесса, потом Харьков точно входит в Россию, все, вот увидите, 100% гарантия. Она где-то увидела, услышала, где-то какой-то недополитик чего-то такое вякнул. И она подумала, что все, наверное, там что-то есть, видать, они что-то знают, да, я скажу, а потом припишу себе, скажу: вот я великий ясновидящий, я видела это, я сказала. И тот политик дебил, и ты не умна. Значит, это ничтожество, которое ни б, ни м, ни кукареку. Вот в следующем году она пойдет на море, мне было сказано, будет думать о своих этих, будет думать о своей внешности и так далее, вот что-то такое, вот, и вот, значит, нервы не нервы, не знаю, слезы не слезы. Еще 2 года назад мне одна дура, буренка из Англии, напророчила, что в 2019 году меня посадят. Вот это 100%, это видно. Какую-то ересь. И вот эти существа, значит, учат меня, как надо смотреть на Таро. Мне давно Таро не нужно. У меня свои ясновидения есть. И вот эти вот... Вы просто представьте, это же какими наглыми существами надо быть, чтобы вот так вот опозориться на весь мир и сидеть меня учить. Что надо делать? Когда 2023 год прошел, она так аккурат удалила эти ролики. Но люди кто-то сохранил, мне скинули. Вот, посмотрите, мы вот нашли где-то, сделали, вот написали какой-то год, все, будете загружать? Я говорю, буду, давайте сюда. И вот эти вот существа, значит, меня учат. Представляете, как надо Таро смотреть? Ой, обожаю, как Челентано сказал, обожаю слушать ложь, когда знаю правду. Прям профессуру обожаю. Дальше. Никах. Никах. Нету никакого в исламской магии. В исламе нету такого понятия в исламской магии. Значит, нет понятия никакой. Исламская магия, христианская магия. Есть магия. И магия может брать любой ритуал, значит, любой обряд, любое этническое там составляющее и создать на этой основе ритуал. Есть в христианстве обряд венчания. Есть в магии обряд венчания с удачей. И этот обряд очень хорошо работает. На основе вот этого ритуала создано не только мной, это есть несколько древних вариантов венчания с удачей. Просто я сделала попроще и лучше, и сильнее. А там ключи не дошли до нас. Теперь, в исламской магии такого нет. Нет исламской магии. Дальше слушаем абсурд. Ислам и магия исламская не соприкасаются никак. Тогда зачем она называется исламская, мусульманская магия, если она не прикасается никак к мусульманству? Можно объяснить? Далее. Суры из Корана, да, читаются, конечно, но это вот различная магия. То есть есть какой-то специальный Коран для магии, какой-то для мусульман. Серьезно? 2 Корана, что ли, написали? Специально для тебя и для мусульман. Я такой абсурд и тупость первый раз в жизни слышу. Просто человек знать не знает, что это такое, и пытается как-то увернуться, как уж на сковородке, понимаете? Я вас уверяю, никакой мусульманской магии эта баба не владеет, в жизни не слышала. Просто пуху накидала, таинство на себя. Помните, да? Когда выставила книгу Лавея, думала... Вот я просто вот поражаюсь. Не зря говорят, глупые люди не понимают, знаете...
не осознают до конца последствий своих поступков. Они реально думали, что я не знаю эту книгу. Это книга джиннов. Но это книга джиннов, которую он создал на основе более древней книги Аль-Хазур. А та книга еще непонятно где. И он нашел восточные вот эти печати, изображения джиннов. И она говорит, это книга моей бабушки. Вот я хохотался. Я показала, что это вот такое у меня есть. Только я взяла именно книгу и распечатала для себя. То есть у меня, чтобы книгу привезли сюда, это целая история. Я просто распечатала. Я нашла копию книги когда-то давно и распечатала. Потом, когда мне это сказали, я говорю, а вот этой части у меня нету. Можете распечатать? Эту часть тоже мне скинули, распечатали. Это книга джиннов или печати джиннов, написанная Лавеем. По-моему, Лавеем, да, не Кроули. Я сейчас уже не... Лавеем. Или Кроули. Уже не помню, правда, потому что это обработка более древнего источника. Источник, я знаю, что это Аль-Хазур. Они обработали, это не ими именно создано. Это просто они переместили на бумагу это все. И когда выставила, сказала, это моей бабушки книга джиннов, я думаю, вот этот лживый человек, это просто, ой, как Фрунзик сказал, я там так хохотался. Да, бабушка твоя с Лавеем там сидели, писали эту книгу в кишлаке. Ну, хорошо. Дальше. Значит, не прикасайтесь к религии. Чушь собачья. Абсолютная. Нет ни христианской, ни мусульманской магии. Есть магия. Далее, про джиннов я уже говорила, что джинны появились не с появлением ислама, они всегда были. И к ним всегда обращались. Просто когда ислам появился, их объявили вне закона, и любое обращение к ним посчитали магией, куфром. Причем черной магией, нехорошей, проклятием. Посчитали предательством веры. Вот ты сейчас предаешь свою веру, о которой так толдычишь. Потому что любой человек, который занимается куфром, предает веру. Но в конце концов, надо это... Не все же тут идиоты. Еще раз объясняю. Человек верующий не имеет права брать карты в руки. Человек, который предан магии, не имеет права себя объявлять принадлежащей какой-либо религии, потому что он служит более древним силам. Ну, или ты сюда, или ты никуда. Если ты обычный человек, пользуешься ритуалами, но твои религиозные праздники соблюдаешь, ты вообще по рождению христианка или мусульманка и так и идешь, к тебе нет никаких претензий, потому что ты просто обращаешься к этим силам, показываешь свое уважение и получаешь от них помощь. Все, тебе никто не говорит, возьми, оставь свою религию, или там отвернись, или уйди из этой веры, иначе не получится. Нет. Но есть работы, которые ты не имеешь права. Если ты говоришь, я христианка, значит, ты можешь брать работы, связанные со стихиями, можешь обращаться к древним силам, к богам, к своему роду, это все можешь. Но, например, ты не можешь участвовать в каких-то языческих праздниках. Ты не имеешь права их праздновать, потому что ты, принадлежишь к этой религии. Если ты официально просто в этой религии, но ты... не настолько близко связано всеми узами. Потому что чем чаще ты соблюдаешь эти религиозные праздники, посты и так далее, тем сильнее твоя связь с этим эгрегором. Если у тебя нет связи с этим эгрегором, ты просто официально христианка, то ты можешь языческие праздники праздновать. Но если ты обязательно ходишь в церковь, стоишь целую службу, причащаешься и так далее, то ты не имеешь права это делать. Потому что в этом случае ни христианство тебе не будут помогать, ни язычество. Ты туды хочешь и сюды хочешь, понимаете? Так не бывает. Ты можешь со двора своего соседа попросить и воду с колодца взять и нести. Ничего страшного. Но ты не можешь прийти и жить у него дома, потому что ты никак не связана с ними. А вот если ты выйдешь за своего соседа замуж, да, это и твой дом, и двор, и колодец твой, все твое. Вот примерно так.
Если ты хочешь пользоваться полноценно всеми работами, праздновать все праздники, участвовать во всем, значит, ты не должна быть христианкой. Если ты христианка, ты некоторые вещи должна ограничивать, не имеешь права касаться их. Если ты мусульманка, ты не имеешь права, либо ты просто по рождению, ну, то есть твои предки мусульмане, и ты вот по рождению мусульманка. Но у тебя нету такой сильной связи. Ты не ходишь в хиджабе, ты не ходишь намаз постоянно, ты не делаешь 3 раза намаз или 5 раз намаз, там по-разному, в разных направлениях ислама. То есть, если ты не согласна быть второй, третьей женой и так далее, если ты это не делаешь, то ты просто официально состоишь в этой религии. Скажем, по закону твоих предков, не более того. Тогда ты можешь пользоваться некоторыми работами, да и всеми можешь пользоваться, просто некоторые имеется в виду, что есть ограничения, если ты не ушла из этого эгрегора, вот эти вещи ты не имеешь права. Для твоей же безопасности ты не имеешь права их трогать. Но если ты говоришь, я не хочу, вообще не участвую, я далека от этого всего, я буду праздновать и праздники богов и все что угодно. Человек говорит, я мусульманка, вот вам празднуйте день домового, угощайте домового. Так ты мусульманка, а ислам считает их бесами, а ислам считает их джиннами, ислам считает их нечистыми духами, к которым нельзя обращаться, кроме Аллаха. А ты говоришь, я мусульманка, я к лесным силам пошла, обращаюсь, я к домовому обращаюсь, и я магии, и я таро там раскладываю. Так где ты, мусульманка-то? Где потерялась ты, мадам? Была бы ты христианка, сказала бы то же самое. Я ярая христианка, верую в Боженьку Иисуса и так далее. Я вот очень верю, я знаю, я принимаю. Но вот я домовому тоже молоко отнесу. Так не бывает, это лицемерие. Ты врешь либо здесь, либо там. Определись, где ты врешь. Либо ты врешь, что ты ведьма, естественно, либо ты врешь, что ты мусульманка. Мне кажется, что ты врешь и там, и тут. Ты вообще врешь. Вот о чем речь. Я уверена, что ты в жизни своей за 44 года ни разу не открыла Коран и не посмотрела туда. Ты ни разу не прочла ее. Ни разу в своей жизни. Ни разу. Поэтому ты понятия не имеешь, что там написано. Понятия не имеешь. И поэтому ты говоришь, ну вот если в мусульманских странах живешь, тогда да, нельзя вот это по исламу. А если ты в другой стране, а что, в другой стране Аллах не видит или как там? Все, ты уехал в другую страну, уже все нормально, теперь можно. Как там? Я не гулящая, но я просто хотела один раз попробовать. И все. Супер. Лицемерка и лживая дрянь. Дальше. Значит, мои ясновидения, ну, одно и то же. Знаете, одно и то же, когда толдычат, вот, ничего не сбылось, ну, серьезно, ничего не сбылось? Правда, я понимаю, что ты хочешь себя так утешить, но открой, пожалуйста, посмотри, ответ из мира духов, где там было сказано, что сидельцы встанут на защиту России. Помните, все сказали, в смысле сидельцы? О чем вообще тут сказано? Вспомните этот эфир. Он есть в дочерних каналах. Ответ из мира духов. Сидельцы. Там было сказано погоны. В погонах люди горят. Значит, танки и все такое. Это закончится войной. Вот это все мракобесие, которое в 2020 году началось. Это первое. Далее. Сидельцы. Когда никто не понял, в смысле сидельцы спасут Россию или станут за Россию. Как это? А ЧВК? Вспомнили, да? И многое другое. И до сих пор они идут и подписывают контракт. Это разве не сидельцы? Это разве не предсказание? Все остальное даже молчу. Что там было сказано и когда. Все сбывается. Не утешай себя, бедная. Не утешай. Это говорю не я. В отличие от тебя, я не сижу, не ору. Сбывается, клянусь. Это говорят люди. Это говорят люди,
И каждый год они ждут этих предсказаний. Почему? Потому что знают, что это сбудется. Именно поэтому эти воровки у меня и воруют их, выставляют за свои какие-то предсказания. Почему? Потому что знают, что сбудется. Они уже не раз это видели, они же наблюдали это все. И поэтому они знают, если их остров... Я в этом году решила поздно вообще сделать предсказание. В прошлом году еще позже сделала, а все равно своровали. В этом махнула, думаю, ну хрен с ним, в начале года уже скажу и все. Вроде все сняли. И даже невзирая на это, всякие Каржетты, Жоржетты взяли просто слово в слово мои слова. Реки выйдут из... Когда, знаете, меня раздражает, когда ничтожные существа говорят, ну это же... Могли у вас одинаковую информацию, одинаково прям слово в слово, и район, и время, и место, и вот день в день одинаковая информация пришла. Я сказала, на следующий день ей пришло это. Правда? Серьезно? Ну вы за идиотов кого-то держите, правда? Это как твое кольцо украли, вора поймала на улице, он говорит, ты что, блин, только у тебя, что ли, такое кольцо? Это, может, одинаковое. Ты говоришь, так это именно, это мое имя есть, подарок там Инге. Ну и чё? Я тоже так захотела. Я хотела... Вообще-то я по паспорту хотела себя Ингой назвать просто. Поэтому я заранее кольцо заказала. Когда ты вора трясешь вот так за грудки, он будет на каждый твой аргумент свое вранье говорить. Одинаково пришло, я тоже так хотела, это не только у тебя. А что? А какой вор сказал, да, я вор? Если бы у человека была совесть и стыд, он бы не украл, он бы не выдал за свое. Но раз он это сделал, значит, он ничтожество, значит, в нем нет порядочности. Как там сказано, самое главное, как там определяющее непорядочного человека, это отсутствие стыда. Нету стыда у человека. Он вот стоит, в глаза смотрит. Ты чё, это мне тоже пришло? Ну и чё, это нам всем одинаково приходит. Почему раньше не приходила ваша мать одинаково вам всем? Одинаковый ритуал, одинаковые лекции, одинаковые предсказания. Прямо сейчас начала одинаково. Как я снимаю, сразу им приходит тоже. Очень легко за счет других стать ведьмой, колдуном и очень умным человеком. Попробуйте за счет себя. Попробуйте. Как там говорят, невестой жениха радовать не надо. Сами попробуйте. Дальше. Знаете, есть такое выражение, если часто повторяют одно и то же, сначала это вызывает гнев, потом это вызывает, значит, безразличие, а потом уже смех. Вот когда человек 70, 20, не знаю, 75-м разу, 75 раз снимает один и тот же ролик о том, как тебя пытали, били все, когда ты не могла себя защитить, несчастная была, силы тебя не любят, и все проклинали боги, ты вот не это, тебе не помогали. Когда уже миллион раз одну и ту же хрень человек сует, значит, ему, во-первых, сказать нечего. Во-вторых, первый раз у тебя вызывает гнев, возмущение, потому что ты понимаешь, что врет человек, переворачивает. Второй раз, значит, безразличие. Третий раз уже дикий хохот. Когда одно и то же опять. Вот тебя били там, и в плену держали, и все тебя били, и вот ты наркоманы и там били, и вот ты в притоне, и на трассах стояла ты вот это... Это уже реально вызывает просто истеричный хохот. Ты думаешь, твою мать, ты что, у тебя фантазия иссякла или что? Что ты одно и то же кудахтаешь уже миллион раз? Одно и то же, одно и то же. Вот, бери тебя. Значит, послушайте меня, когда вы берете откровение человека, во-первых, это непорядочно, но мы о порядочности с этим колхозом разговаривать даже смешно. Но когда вы берете, переворачиваете вверх ногами откровение человека, вы не понимаете, если человек о своей судьбе рассказал, он рассказал, когда уже ему не больно,
Когда больно, мы это не скажем, потому что мы знаем, что такие шавки, как вы, тут же возьмут на вооружение и будут тявкать. Когда до вас дойдет, что если бы мне было больно, я бы об этом не рассказала. Если я рассказала, значит, я эту боль уже перенесла, пережила. Вы можете задницу рвать на миллион этих маленьких медвежат и каждую минуту говорить одну и ту же чушь собачью. Вы вызываете только опять это, плен, наркоманы бели, какие-то там на трассах бели, везде бели. Это просто слов нет. Так вот. Первое. Там рассказано о том, что произошло со мной, когда мне было 15 лет. Это ролик называется «Как разрушился мой брак». «Ведьмина изба». Можете набрать, посмотреть. Так вот. Это было в 15 лет, когда меня украли. И когда угрозами я осталась там, потому что угрожали. И я была еще ребенком, 15 лет. Что там вообще? Ребенок, сопля зеленая. И да, и там я и прошла первый свой ад, наверное, на земле. И издевательства, и голод. И закрывали, уходили. И держали нож возле горла. Когда мой дядя приходил, стучал, чтобы понять, что у меня там, почему я на связь не выхожу, то за дверью я стояла, а у меня горлу держали нож лезвием ко мне, естественно. И что если я хоть слово скажу, то меня там прирежут. Я иногда молчала, иногда говорила, что я болею, немного устала, потом там они закрыли, а ключей нету. Человек был, не могу сказать в тот момент, он был наркоман или нет. Но бывший он был, это точно по нему видно было. Там тогда еще не кололи в пах, тогда еще не было настолько развито это все в 90-е, тогда еще все вены уже показывали, кто был человек. Поэтому у него вены были в плохом состоянии. Вот сейчас с полета своих лет я могу судить, что он был. Я в этот момент не видела. Я не понимала в этом ничего, поэтому не могу утверждать. Может, он когда-то, что он был, это факт. А вот в этот момент не могу знать. Ну, то, что там что-то курили такое, это даже не обсуждается. Он был психически нездоровый человек. И очень многого я натерпелась. Это был очень страшный опыт в моей жизни. Ужасный. О котором я рассказала. Что было в моей жизни. Мало того, что я там это все проходила, эти издевательства, избиения. 15 лет. Так потом, когда родителей вообще в моем доме, это было каждодневные упреки, унижение. То есть, понимаете, как самое страшное, когда ты проходишь этот ад на земле, и вместо поддержки искалеченная просто душа человека, ребенка. Ну вот, перетерпев насилие ребенок, да, после насилия в доме еще говорят тебе каждый день, что ты мразь, что ты сама такая. Ну, в общем, вы поняли. Это, представьте, совершенно не иметь поддержки вообще нигде. Это может с ума сойти. Люди так с ума сходили. Люди вешались, люди, не знаю, становились убийцами, чтобы заткнуть им глотку, чтобы они больше не говорили тебе. Это как камера пыток, где тебе каждый день напоминают, что обычно после насилия ребенку, там, родителям говорят. Побольше положительных эмоций, любви, окружите любовью, чтобы ребенок не помнил это все, да? А меня окружили адом двойным. То есть уже был этот ад, и мне еще одним адом окружили, и каждый день напоминаю, что я грязная, я конченая,
и на меня никто не посмотрит, и ни один мужик вообще меня замуж не возьмет, и у тебя дети будут больные, и тебе только на трассах стоять и так далее. Я не хочу это рассказывать. У меня была адская жизнь, я действительно жила в аду много лет. В аду. Не просто там тяжелое, трудное. В аду я горела. Вот после того, как мы из Грузии приехали сюда, якобы, жить с родителями, у меня начался ад на земле. Самое счастливое время это было мое детство, когда отец был в России, мать работала постоянно. И с нами была бабушка. Одна бабушка, вторая. Вот это было счастливое детство, поэтому я вспоминаю с великим удовольствием, радостью и помню это. Это действительно было счастливое, беззаботное время. А потом жизнь с родителями. Третье поколение после войны, 60-е, избалованы. У многих из вас родителей, у которых 60-х годов, ничего хорошего сказать не могут. Это было третье поколение после войны. Этих детей баловали, чтобы дети не знали лишения. Вот мы прошли войну, а пусть наши дети хорошо живут. И выросли такие избалованные дети, которые не хотели нести ответственность ни за что. Потом начались 90-е. Эти дети, которые привыкшие к хорошему детству, халявному, знаете, государство все давало. Раз, и всего лишились. И они всю свою злобу, неустроенность сорвали на своих детях. И мы выросли искалеченные просто. Многие из нас. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Но то, что я росла в аду, я об этом говорила. Я жила и росла в аду. Это, в буквальном смысле слова. Горела, проходила через мясорубку. Я каждый божий день слышала о том, что я не должна была родиться, что я должна была умереть, что таких, как я, вообще за людей не считают, что вообще из таких, как я, вырастают убийцы и маньяки. Я не знаю, почему убийцы и маньяки вырастают. Потому что я написала в дневнике свою боль о том, что меня терзают и что я никому не нужна. И моя мать это тайком прочитала. Потом сказала, что все девочки, которые пишут, что мне больно, одиноко, меня никто не любит, они обычно или проститутками становятся, или убийцами, или маньяками. У меня есть подозрение, что у моей матери, в общем, не все было в порядке с нервной системой, что-то, или она специально просто уничтожала меня и кайфовала. Знаете, такой психопаты существует в природе. Иногда психопаты сходятся воедино, и потом мы слышим, например, такие истории, как вот там они своих детей били, там терзали, там подвешивали, спичками пытали, паяльником пытали и так далее. Мать и отец, да, или держали в чулане, и ребенок был как звереныш, мать и отец. Почему они так делают? Это же их ребенок. Какой-то японский фильм был там про младенца, так и было сказано, имя не помню сложное, скоро умрет. Вот так было сказано. И когда они при людях, ой, мой хороший малыш и так далее, как только люди уходили, они начинали бить его, орать, чтобы ты сдох, почему ты родился и так далее. Такая же история. Так вот, когда я рассказала обо всем этом, это все уже было пережито. Я рассказала для тех людей, которые такой же ад прошли, может, чем-то немножко другой, может, и похуже. Чтобы эти люди понимали, что не их вина, потому что общество, оно так внушает человеку, сначала тебя уничтожают родители, а потом внушают, мол, это же все равно твои родители, нельзя говорить ничего и так далее. То есть и вот прям ждут, когда ты споткнешься, чтобы сказать, видите, мы же не просто так ее били, наказывали, мы знали, какая она. Теперь вы увидели, теперь поняли. Просто их несчастье состояло в том, что, невзирая на все издевательства, я выросла хорошим человеком. Я так считаю, что вот вопреки всему я выросла человеком. А многие дети так не могут преодолеть. Многие становятся наркоманами, многие идут по рукам, многие по тюрьмам. Именно от таких родителей. И я хотела показать, что наоборот, вопреки всему, встаньте на ноги, докажите миру, что вы хорошие, что они были не люди. Не вы, а они не люди. Не будьте плохими, не делайте глупые поступки, чтобы их наказать, чтобы вот родители, пусть они там страдают. Они страдать не будут. Если бы они за тебя страдали, они бы к тебе так не обращались. Но
а не просто как бы ты своими глупыми поступками подтверждаешь и оправдываешь их действия тем, что общество скажет: вот, видишь, все-таки не зря они с тобой так обращались. Видишь, какие вещи ты творишь? Значит, они были правы. Наоборот, не давайте им шансов никаких. Поднимитесь, добейтесь всего в этой жизни и докажите обществу, что не люди были они, а не ты. Вот о чем речь. Для этого и мне было сказано. Это не жалоба, не просьба помочь. Ну, чем помочь? То есть, чем мне должны помочь? Это все пройденный этап. Я самостоятельный человек, и я помогаю тысячам людям. Я поделилась. Следовательно, нужно понимать, что мне было уже не больно, когда я поделилась. Теперь глупый вот этот вопрос. Почему ты ничего не делала? Вот, а ты защиту даешь людям, а сама там 15 лет тебя били. Так вот, я защиту даю людям, мне сейчас 43 года, а тогда мне было 15 лет. Ты разницу чуешь? Видишь, да, разницу? Или не видишь никакую разницу? Что 15 лет ребенок. Нет таких знаний, нет той силы, нет всего того, что есть сейчас. И поэтому в 15 лет мне в голову не пришло, что я могу себя защитить и как мне это делать. А вот 43 года, когда я уже издала огромное количество книг и помогла многим людям, я знаю, как это делать, как себя защитить. Ты даже не представляешь, сколько было ситуаций, когда эти силы меня защитили, и не только меня, и моих родных и близких. Я не хочу это все говорить. Родных и близких имеется в виду близкие друзья, мой сын и человек, который со мной рядом, и все. И есть еще, да, моя тетя, которую я уважаю, люблю, она всю жизнь нам помогала, мои родственники, и у меня с ними то есть связь была и есть, и будет. Но о чем мы говорим? В 15 лет. Одно дело в 15 лет не суметь себя защитить, другое дело в 43 года. Поэтому вот это сказано весьма примитивно и тупо. Ты застряла в 15 лет своих, а я выросла до 43, понимаешь? И поэтому я понимаю, что в 15 лет ребенок себя защитить не в состоянии, не сможет. А сейчас может. Вот и вся разница. Вот ты сама ответила на свой вопрос, почему так не могла. Теперь, я говорила и повторяю, что испытания закаляют, и сильного человека делают еще сильнее. Я хочу привести такой пример. Фильм «Башмачник Маруф» из серии «Сказки Шахерезады», наши любимые фильмы. Когда они проходят очень много испытаний, и в конце концов султан разрешает Маруфу взять в жены Смигюль. По-моему, играла Тамара Яндиева. Или она играла Шахерезаду, да. И они идут со старцем, который ему советовал, помогал. Они идут сватать Смигюль, потому что султан дал свое добро. И он говорит этому старику: скажи мне, старик, почему, если султан должен был согласиться, почему у нас судьба вот заставила пройти столько трудностей, столько испытаний? Почему раньше это не случилось? Мы столько страдали. И он сказал: счастье нужно заслужить. Просто так ее не дают. Значит, все испытания были пройдены для того, чтобы заслужить право быть вместе с любимой женщиной. Так значит, все эти испытания мне даны были для того, чтобы заслужить право иметь любовь, признание людей. Понимаете? Если ты это все не прошла, по какому праву ты претендуешь жить хорошо, по какому праву ты претендуешь иметь много знаний и чтобы тебе открылись другие миры, чем ты это заслужил? Что ты перенес и перетерпел ради этого? Ничего, тогда до свидания. Ты не имеешь права туда лезть, ты не имеешь права пользоваться благами магии, ты не имеешь права другим давать ничего,
Если ты сама не заслужила это ничем, ты ничем не заплатила, у тебя все было хорошо, прекрасно, никаких испытаний не прошла, до свидания. То же самое в магазине ты заходишь, берешь все, что тебе нравится, и вышел. А тебя остановят, ты заплати. Какое ты имеешь право просто так брать и выходить? Плати за это. Когда вы говорите, вот мы ведьмы, ничего не прошли в жизни, поэтому мы ведьмы, нас защищали, ведьма не должна ничего пройти, а ты все прошла. Я хочу вам сказать, вот вы, говоря о том, что вы ничего не прошли, поэтому у вас ни хрена и нету в жизни. Поэтому у вас нет признания, у вас нет ничего. Если бы я о вас не говорила, никто бы о вас даже не знал. Но я говорю, потому что мне хочется, вот благодаря вашей тупости, все-таки обновить многие темы и раскрыть людям глаза на многие вопросы, о которых они, может, и не задумывались. Если бы я не сказала об этом, никто бы вас не знал. Вот вы и ответили на свой вопрос. Вы ничего не прошли, никакие испытания, ничего. Вот поэтому вы никто, и звать вас никак, поэтому вас никто не знает. Поэтому единственное, что приходят, чтобы хохотать на ваших этих каналах. Вот и ответ. А я это все прошла, и что мне это дало? Это мне дало достаток, уважение, любовь людей, защиту силы, много чего еще, о чем я говорить не хочу. Потому что я прошла, я заплатила, я заслужила это. Заслуживать нужно просто так. Тебе ничего не дадут. А как поймут, что ты это заслуживаешь? Фильм такой, «Индиана Джонс», по-моему, когда они находят какой-то камень, и поворачивают этот камень или ставят в какой-то артефакт. Одним словом, раскрывается там дверь, и выходит некое существо. И он говорит, я знаю все, что происходит в мире. Мне дано знать все. И женщина, которая с ними, говорит, я тоже так хочу. А он ему, ты уверена? Это очень тяжелая ноша. Да, я хочу все знать, знать то, что ты знаешь. И он говорит, посмотри мне в глаза. И начинает передавать ему вот эту всю информацию. И у нее лопнула голова. Как думаете, почему? Потому что не заслуживать что-нибудь и сразу получить, значит, ты за это не заплатил ничем. Ты хочешь знания иметь сразу. Ты хочешь прийти, увидеть какое-то мифическое существо. Оно имеет очень большое значение. И тут же, чтобы все тебе передавалось на халяву, у тебя голова лопнет. Ты должна к этому прийти, ты должна заслужить это, и тебе потом дадут. Понимаете, все, что мы легко получаем, легко теряем, потому что мы за это не платили. А если мы платим своими стараниями, своими нервами, мучениями, жизненным опытом, все, у меня все заслужено, за все это я заплатила, имею полное право насладиться этим. Вот в чем разница. И вот когда задают вопрос, а вот мы не прошли ничего, а ты прошла, видишь, мы лучше. Нет. Я прошла это все, вы не прошли. Если вы говорите, вы не прошли ничего, хорошо, верю. Поэтому вас никто не знает и никогда не узнает. А меня знают и сейчас знают, и после моей смерти будут знать и помнить очень много веков, поверь мне. Мои работы в том числе. Ответила на твой вопрос? Желаю всем удачи. Да, спасибо. Жаль, конечно, что там одна тупость. Вода водой 5, 6, 8, 10, сколько. Я лично вот так 8 перелопатила, чтобы что-нибудь там посмотреть. Ну, хоть что-нибудь, какой-нибудь похожий на вопрос переписала, догадалась, что, может быть, это был вопрос, и отвечаю. Это же какой тупой надо быть, чтобы в 8 лекциях по 45 минут ни о чем не сказать. Вот это есть результат того, что вы ничего не прошли и никакие испытания не проходили. Вот видите, это есть плачевный результат. Ничего не прошла, ничего не знаешь, ни о чем не соображаешь, ничего не можешь, ничего не получила, ничего у тебя нет. Все. Из ничего выходит ничего. Запомните, прошла это, прошла то, прошла это, то, это, имею то, и мне вот то отдали за это все, я потеряла то, имею вот это, вот то.
Не прошла ничего, ничего не делала, нигде не страдала, не имеешь что, не имеешь того, не имеешь этого, не имеешь ничего. Ты никто. Все. Справедливо. А как еще Вселенная будет? Извините, кто-то страдал, ему ничего. Кто-то не страдал, на тебе все, потому что ты хорошая. Так не бывает. Всем удачи!